Добрый день, меня зовут Юлия Сайфан, я художник. Я хотела раскрыть тему творческого кризиса. Какие есть варианты вытащить себя из этого состояния, как вытаскивал себя барон Мюнхгаузен за косичку из болота. Это болото — поиск нового смысла. Художник писал, потом вдруг раз и не может дальше. Почему? Потому что наступил момент, когда он не может, как раньше, но не знает, как сделать это по-другому. И это показывает рост, что он не клепает одно и то же 20-30 лет подряд, что часто очень интересно, а развивается. Развитие — это и есть кризис. Какие есть технические вещи, которые можно попробовать? Можно сконцентрироваться на своих тактильных ощущениях. У каждого художника, как, естественно, у любой личности, есть свои предпочтения в материалах. То есть я исходила из того, что в своих этих поисках я брала какие-то предметы, какую-то композицию, повторяла ее много раз разными материалами. Вот, например, этот арбуз, здесь он акварельный гуашь, здесь он с мелками, это та же самая бумага, что и в прошлой работе. Здесь акварельные карандаши и акварель. Здесь мастихином и фактурной пастой я писала акриловыми красками. Сыпется. Это гуашь детская такая. Видите, сразу цвета сели, нет контраста, потому что качество краски такое было. Это был эксперимент, который был задолго до тех кусочков арбуза. Я писала яблоко. Я вытащила все материалы, которые я могла найти дома. Взяла бумагу, которую не жалко. Видите, какая она пожелтевшая? Это какой-то был рулон из старой бумаги. Откуда-то он мне взялся. Это ребром, углем я писала. То есть я хочу сказать, что идея была не концентрироваться на том, что ты делаешь. Концентрироваться на кончиках пальцев. Сухая кисть, по-моему, гуашь. Фломастеры тонкие, детские. Сухой. Да, это масляной пастелью, это сухой пастелью по грунтованной бумаге. Это, наверное, сангина. Тоже фломастер и ручка детская. Кроме этого, в этих приемах, во-первых, нам не жалко бумагу, нам не жалко материал. Мы пробуем что-то новое по направлению штрихов, точек. Все по-разному. Такая творческая перезагрузка происходит. Сухая пастель. Это масляная пастель на черной бумаге. Это кусочки яблока. В это время, я помню, много смотрела на работу одной художницы. У нее все такое было контрастное. И тоже по сюжету были яблоки. Я поставила свои и пробовала что-то сделать масляной пастелью по красной гуаши. Это упаковка вот яиц.
на ней такая фактура была приятная. Мне было интересно, как пойдет по ней масляная пастель. Тут были тактильные ощущения. Это самостоятельный грунт с содой. Это просто на гладкой цветной бумаге. Кстати, детская цветная бумага сильно выцветает, ее нельзя вешать в помещении, только хранить в папках. Это тоже свой мой грунт с содой питьевой. Здесь у меня идет серия груш. Это был челлендж тоже на эту же тему, как та перезагрузка с яблоками и с кусочками арбуза. Мы пробовали в одном из челленджей в Инстаграме делать подобные вещи. Конечно, классно это делать в компании, когда вместе с тобой это делают другие люди. Это масляная пастель на черной бумаге, сухая пастель, гуашь на черной бумаге, просто гуашь, разведенная до консистенции акварели. Этой работы нет продолжения, нет такой подобной какой-то серии по техникам. Здесь я хотела вам показать, что когда настроение не очень хорошее, может быть, взять какой-то формат больше. Я помню, как я рисовала эту работу, в каких обстоятельствах мне не хватало вот этого вот пространства для того, чтобы рисовать. Должен был быть формат А3 минимум. Это я пробовала масляную пастель Sakura специалист по крафт бумаге. Это акварель. Нет, это гуашь, жидко разведенная. Здесь у меня, сейчас я покажу. То меня не устроило это. Я продолжила писать такой натюрморт. Видите, какая грязная бумага. Это у меня стояло, в помещении стоял рулон, он со временем запылился. Это я специально оставила, потому что показать, что здесь у меня случилась нелюбовь по отношению к бумаге. Бумага такая в фактуры холста. Это тоже из того же направления, немножко по-другому натюрморт поставила. Здесь у меня апельсин по черной бумаге, масляной пастелью. Еще, если вы не знаете, что взять для подобного эксперимента разными материалами, можно взять просто обувь, которую вы любите, которую вы хотите писать. Можно писать ее с разных точек. Такие у меня детские кроссовки были, уже давно они выброшены. Тоже на фактурной бумаге, масляной пастелью, какими-то карандашами сверху. Также можно взять один предмет и много поразмыслить о нем, сконцентрироваться на предмете самом, увидеть его с разных точек. То, что вы видели там с грушами, сделала подобное, но там я брала разные материалы. А здесь один и тот же материал. Вот он. Такой пропан. Это тоже в продолжение. Вот, пожалуй, это почти все. Тоже тема обуви. А вот эта тема тоже натюрморта. Гуашью прокрыла
просто обычная детская бумага белая гуашью покрыла и сверху рисовала. То есть речь не о серии самой, а о том, что вы пробуете новое по цветной бумаге, по белой, разными материалами. Еще по поводу перезагрузки я хотела сказать, что помогает черно-белое. Когда нет сил на цвет, можно брать такие, делать эксперименты в черно-белом ключе. У меня фактурная бумага здесь. Как вариант, можно отказаться от цвета и думать только о композиции, о каких-то тоновых пятнах, как и здесь я делаю. Прошло как бы какое-то время, какой-то период, я вернулась к цвету. Просто подумайте, чего вам не хватает, или, может быть, даже не думать об этом, просто взять и начать рисовать натюрморт с разных сторон. Или искать какую-то композицию. Вот здесь была мысль о этих облаках. Здесь фактура травы. Я тут концентрировалась на композиции и на фактуре. Такой пейзаж, который я видела. И специально оставила неудачные работы, чтобы, в принципе, было видно, с чем я работала, как я думала. Здесь я использовала маскирующую жидкость для акварели, писала соусом, разведенным водой, и дорабатывала углем. А вот эти точки это я просто набрызгивала зубной щеткой. Вот, пожалуй, все. На этом сегодняшний просмотр закончен. Я хотела вам сказать, что вернуться к тому, с чего я начала. Ну, громко говоря, что конец — это начало чего-то нового. Такие есть фразы красивые. Рассказать вам пример из моей жизни короткий, что всю жизнь, когда я уставала, и в детстве, и в юности, моя мама говорила: тебе надо поспать. И меня это всегда злило, потому что скапливались дела, было много проблем, и мне нужно было обязательно в злом состоянии, отчаянном что-то бежать делать. Но когда я стала мамой, я поняла, что вот эта усталость эмоциональная и физическая, она требует перезагрузки. Посмотрите на вашу творческую усталость с другой стороны, как на начало. На этом все. Всего доброго, до свидания. Очень рада была вам рассказать что-то свое личное. Поделитесь своими впечатлениями о видео. И спасибо большое за комментарии. Вы окрыляете меня и даете мне идеи для новых видео. Спасибо.